Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад. Лето 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем подсказки карт. И допустим, то, что жизнь не бывает полностью предсказуема, и как альтернативные варианты развития событий рассмотрим. Как видят это карты. И летний период будет обусловлен планетарно переходом Юпитера в знак зодиака Близнецы. Это происходит в самом конце весны, 25 мая. И в начале лета мы будем более склонны к изучению новых наук или каких-то получению новых знаний. Новые интересы могут нас перенаправить вообще в какую-то новую сферу деятельности, к более открытому общению, может быть, больше новых людей в вашей жизни. Энергия Юпитера в Близнецах стимулирует интеллект, делает нас всех более легкими на подъем. И это, как волшебный транзит, обещает период самих по себе возможностей расширить и увидеть новые горизонты как собственной жизни, так и качество жизни отстроить как-то по-иному. У нас сегодня две колоды. И первая колода Таро ангелов. Очень люблю эту колоду. Давайте достанем три карты. И каждая карта будет свидетельствовать о месяце. Узнаем, как изменится ваша жизнь. Может быть, нам карты расскажут о сфере жизни, которая будет в данный месяц проигрываться наиболее активно. Или то, что вы себе поставите как задачу. Итак, как изменится ваша жизнь, мои дорогие скорпионы. Июнь 2024 года. Июль, как изменится ваша жизнь. И август 2024 года для вас, мои дорогие скорпионы. По сферам жизни посмотрим на колоде золоченого Таро. Первая карта, энергетику смотрим. Дела, работа, бизнес. Направление, как общий фон. В каких энергиях видят это карты. Финансы, денежные вопросы, денежная энергия. Личная жизнь. И мы достанем дополнительно еще карты. Что вас будет радовать, что вам будет помогать летом, мои дорогие скорпионы. И неожиданности. Итак, июнь. Вообще возможности. Выбор как будто делать придется. И это ваши планы. Нет здесь поспешности действий. У кого-то это карта сотрудничества. Может быть, вопросы отчасти личной жизни. Но эти вопросы личной жизни могут каким-то образом быть взаимосвязаны, возможно, с документами или переездами, или куда-то поездкой какой-либо, да. Или это как вы даже в семье можете... подумать о семейном бизнесе. Именно дуальности карта. Может быть, это есть какой-то прогресс совершенно в новом, то, что вы изучали прежде, или новая сфера деятельности. Это карта самих по себе партнерских отношений, взаимопомощи, взаимопонимания. Именно в этой колоде это когда не одна сила, а как две. И вот эти две силы, повторюсь, у кого-то будут проигрываться через личную жизнь, или вы будете... по своему бизнесу или направлению собственного творчества, например, определяться. Или, кто знает, может быть, новое знакомство, новый человек приходит в вашу жизнь. Вот здесь по-разному. Но самое главное, дуальности. Вы не один и не одна, а есть кто-то, кому интересны вы, интересны ваши мысли, ваши темы или направление, то, чем вы занимаетесь. Или когда вы со своим партнером в личной жизни тоже на одной волне. Давайте посмотрим, что у нас июль. Интересно. Эта карта так выглядит в этой колоде карт. Колесо фортуны. Это перемены, это возможности. Фортуна, так вот конкретно называется в этой колоде карт. 10-й, старший аркан. И нам изображены дети. И вообще эта карта перемен. И какой-то прогресс, видимо. То, что вы себе в июне наметите, у вас как-то... убыстриться может в июле. Это как высшие силы хотят вам помочь. И тут, конечно, важно слушать свою интуицию, что-то не отложить на потом,
Ну, может быть, и придется быстро отправиться куда-то поехать или сделать что-то не так, не в том ключе, как вы это предполагали прежде. По этой карте мы открыты общению и новым возможностям, рассматриваем все альтернативные как раз моменты или то, что мы прежде считали, нет, такого не может быть, а вот здесь мы можем в июле признать, очень даже может. Тут вообще сами по себе где-то, ну, с одной стороны, неожиданности или какие-то моменты поворотных событий, или даже, ну, непреодолимой силы могут вокруг вас происходить. Даже пусть это турбулентность какая-то, но для вас она, мои дорогие скорпионы, она идет в плюс, рост прогресса, понимаете? И здесь это может и через личную жизнь быть, и через партнерские отношения в бизнесе, в работе, ну, может быть, как честолюбивые планы ваши, получение новой должности, если вы не занимаетесь даже бизнесом, сам по себе прогресс и в июле. Август. Еще один старший аркан. Сияйте, как звезда, мои дорогие скорпионы. Карта нам об этом говорит. Новый привкус свободы вдохновения, новые возможности, удовлетворение, в принципе, от жизни, от того, что вы реализовали. И у вас за летний период, посмотрите, как будто начало. Тут высшие силы, я сказала, да, как Вселенная вам помогает. И уже в августе еще новые горизонты, ведь по карте звезда это может быть как переезд очень далеко, может быть в другую страну, у кого-то и поближе, у кого-то самореализация, когда если вы ставили перед собой быть популярным, вот это как раз сияйте как звезда. Может быть, вы измените имидж, обстановка вокруг вас меняется, вас подталкивает тоже к важным решениям. Это сами возможности, и нет для вас ничего невозможного. По этой карте, это одна из карт выбора правильного направления в лет на 10-20. И, возможно, вы летом будете с чем-то определяться как раз как ваше творчество или ваша работа, или мои далеко идущие планы, может быть, отчасти по семейной жизни. У кого-то все вместе, опять же, старший аркан. Это может быть и по-другому. Если вы раньше ходили в офис, к примеру, или занимались ну, вот, профессиональной какой-то деятельностью в организации, по этой карте вы можете уйти в свободное плавание и решить, я теперь буду работать из дома, или я буду работать удаленно. Как-то реорганизовать, адаптировать к изменяющимся условиям свою жизнь вообще. И это будет задел на долгий период времени. Это то, что вас будет радовать, то, что будет приносить вам доход, вашу известность, популярность здесь по нарастающей. Но все же может быть и могут быть какие-то задержки. Тогда не нужно думать, что успех отменяется. Значит, что-то идет своим чередом. И если что-то задерживается, ну, значит, принять то, что есть, то, что складывается, потому что это старший аркан. И когда выпадают старшие арканы, для вас, мои дорогие скорпионы, у вас их два. И первый у нас выпадает колесо фортуны. Вот тут фортуна вас ведет. И даже если есть в чем-то пауза, значит, после этой паузы будет быстрый прогресс. Ну, прекрасный период времени, лето. Дела, работа, бизнес. Не строй ограничений, это первая победа. Не строй перед собой дистанции конфликта, не увеличивай эту дистанцию с теми людьми, может быть, которые и неприятно вам видеть, но жизнь сталкивает. Это руководители, коллеги, соседи, то, кого мы не можем отменить. Но будет очень важно, когда мы не создадим себе турбулентности или мы не создадим в последующем или на последующий период тех вокруг себя злопыхателей, это немаловажно, которые будут ожидать, когда нам поставить подножку. Все-таки есть такой момент по пятерке мечей. Как будто победа может быть, мы можем кому-то что-то доказывать, но мы утратим взаимопонимание с теми, особенно, кого мы как раз не можем отменить. Нам придется еще не один важный разговор, может быть, с конкретным персонажем совершить. И будет это сделать сложно, если есть у нас какой-то конфликт. Поэтому нейтралитет какой-то поддерживать и уметь со всеми договориться. У вас сильная позиция, судя по 3 предыдущим картам на все лето. И когда мы чувствуем в себе силу, нам как раз и хочется настоять на своем. А тут еще и по десятке
по старшему аркану колесо фортуны, что-то может убыстряться. Где-то мы можем эмоционально реагировать на ту или иную ситуацию. Для вас, мои дорогие скорпионы, будет желание, вы можете с ним столкнуться, когда я хочу что-то завершить одним махом, потому что мне это до чертиков уже что-то надоело. Будьте где-то прозорливы и внимательны, терпение, не выходите из себя. И даже если есть вот эти персонажи, которые сложные в общении, но все равно думайте о себе не навредить. Вот будет в делах, в работе, в бизнесе уметь договориться. К вам приходят возможности через дипломатию, через умелое построение взаимоотношений. Даже с теми людьми, которых видеть не хочется. Почему-то для вас это на дела, работа, бизнес. В принципе, на летний период важно. Деньги. Вот, кстати, как я сказала по карте звезда, лет на 10-20, далекий период времени. Так вот, продуктивный период по деньгам идет и по карте рыцаря Пентаклей. Это внимание к деталям. И когда мы не ожидаем где-то быстрого успеха, а для нас более важно надежное что-то. И это тоже марафонский забег, когда доходы увеличиваются по нарастающей, какая-то есть прогрессия. Это не есть какой-то куш, который мы сразу получили и остались довольны, и потом пауза. Нет, здесь придется планомерно в чем-то вам участвовать, но или, может быть, обновление вашей жизни, возможности перед вами откроют перспективы в последующем стабильным доходом и стабильным ростом дохода. Вот это в финансах для вас наиболее актуально, так видят карты. Личная жизнь, давайте посмотрим, это вы сами. И, кстати, по этой карте для тех, кто в паре, да все прекрасно, как раз новые возможности, может быть, как какие-то новости вы получите от родственников своего партнера, или вопросы, связанные с вашими детьми, что-то вы будете упорядочивать, решать. Но здесь все больше с вдохновением, с какими-то приятностями связан этот период. Для кого-то из вас это просто ваши взаимоотношения и взаимопомощь. Вот дуальность, мы об этом говорили в самом начале. Давайте мы немного раскроем. И первую карту мы достанем для тех, кто один или одна. Как изменится ваша жизнь? Будет ли новое знакомство? Конечно, все зависит от вас. И верхний ряд нам как раз сказал, что будет это знакомство. И если вы того захотите, мои дорогие скорпионы, и карта, которая где-то ваш сигнификатор. И не важно, что меня смотрят даже девочки. По полу карту мы не рассматриваем. Но это вы принимаете решение. От вашего желания будет зависеть динамика вашей личной жизни. Захотите поставить на паузу? Ну, значит, где-то есть возможность застрять. Захотите с кем-то обновить конфликт, вы тоже, у вас это получится. Но карты нас призывают к другому. Итак, как изменится жизнь для тех, кто один или одна? Очень серьезный человек может войти в вашу жизнь. И это может быть прежняя даже дружба, когда вы ни о чем подобном не думали. Больше это была взаимопомощь, поддержка. А здесь ваши отношения перейдут на новый уровень. Или вы можете познакомиться с человеком, решая вопросы дел, вашего творчества или продвижения какого-то, согласовывая документы. Когда вот эти две карты, это когда в нашей жизни есть те партнерские отношения, когда уверенность, надежность, когда мы на одной волне, мы думаем, может быть, где-то по-разному, но смотрим в одном направлении. Взаимопомощь от начала до конца. Удивительный союз, ведь по королю Пентаклей, опять же повторюсь, не важно, что меня смотрят девочки, здесь просто вы переложите, как мужчины, так и девушки, на свою реальность. Это партнерские отношения, когда мы можем доверять, когда мы можем быть спокойны, когда мы не сомневаемся в нашем близком человеке. Вот такие отношения даже для тех, кто один или одна. Вы можете построить. Не пробегите мимо своей судьбы. Навстречу судьбе определенно стоит выйти. Для тех, кто в паре, хотя нам все сказали, но тем не менее, да, тут правда у кого-то такая самореализация, когда, знаете, вообще все прекрасно, и финансы, и вопросы благополучия, вопросы, когда вы улучшаете, делаете более комфортным свое жилье, или вы собираетесь куда-то переехать вместе, тут только ваш тандем какой-то чудесный открывает новые перспективы. И
еще и финансовое благополучие. Нечего добавить для тех, кто в сложных отношениях. Вы знаете, вы будете все равно, вот есть тот партнер или те партнерские отношения, может быть, прежде вы не договорились, вот партнерство для вас вообще, в принципе, мои дорогие скорпионы, очень важно в течение летнего периода. Это карта жадины, когда мы все сохраняем. И здесь, конечно, вы можете примириться, найти общий язык. Есть то, что вас связывает. Все три карты пентаклевые. Какая-то стабильность в отношениях. Ну, даже если были какие-то недоговоренности или была какая-то путаница в ваших отношениях, но есть возможность найти взаимопонимание и идти вдвоем, в паре дальше. Или эту пару создать. Ну а для тех, у кого все хорошо, значит, будет еще что-то лучше, мои дорогие. Поэтому, в принципе, благоприятный летний период на личную жизнь. Давайте мы посмотрим, что вам помогает. Интересно, семерка мечей. Называют эту карту картой вора. Вообще, это карта хитрости, изворотливости. И я сказала по пятерке мечей, что важно со всеми договориться. Вот будьте великим дипломатом и где-то манипулятором. Люди могут хитрить вокруг вас, но вам помогает ваша интуиция, безусловно, когда вы считываете говорящего или с кем вы ведете диалог. Вы как будто чувствуете, куда он клонит, что он от меня хочет. И это ваша сильная позиция. Человек еще, может быть, рта не успеет открыть, а Скорпион уже знает, что он мне сейчас скажет. И значит, сильная позиция. Вы можете просчитать на несколько шагов вперед. Правда, где-то придется и вам так это вот как-то изворачиваться. Но это в позиции, что вас будет радовать. Значит, из любой патовой ситуации вы найдете выход. Или, если нужно, так и сухим из воды. Но сильная позиция, мои дорогие скорпионы. Давайте посмотрим неожиданности. А в неожиданностях могут быть люди, которые врываются в нашу жизнь без приглашения. Рыцарь мечей иногда... Вот есть такое значение, пусть не в этой колоде, бунтарь без причины. Так вот, подобные бунтари могут врываться или пытаться что-то доказывать, или иметь иную точку зрения, но они уверены, что это абсолютно как истина в последней инстанции. Иногда эта карта может означать проверяющих, мои дорогие, поэтому себя нужно страховать. Да, фортуна конкретно вам выпала, сама по себе фортуна. И карта реализации, когда и вдохновение, и есть уже ну, какая-то уверенность в том, что у меня все складывается очень неплохо, но и себе помешать нельзя. Поэтому береженого Бог бережет, помним об этом. Поэтому, может быть, стоит проверить документы, чтобы для вас не было каких-то белых пятен, когда есть такое выражение, где тонко там рвется. Может быть, мои дорогие, эта карта говорит, не создай конфликтов. И мы говорим, кто-то может завидовать, правда, иногда по этой карте. И если не создать дистанцию конфликта, не усилить его, а наоборот уменьшить каких-то недоброжелателей, это где-то себя оградить от подобных неожиданностей, когда, ну, не будет вот этих подножек в тот момент, когда мы меньше всего это ожидаем. Вот поэтому нам и говорят, нейтралитет – это ваше все, мои дорогие скорпионы. Договориться. И от того, каким вы будете дипломатом, будет зависеть, сколько неожиданностей придет в вашу жизнь. Поэтому помните об этом, не мешайте самим себе. На кону конкретно ваше счастье, самореализация, благополучие, возможности, новые горизонты, новое вдохновение. Что-то чудесное входит в вашу жизнь. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.